Еще один корабль, очень мощный, огромный. Может быть и как ледокол, может быть и как авианосец. Но строительство еще одного или спуск еще одного корабля. Волга обнажит свои секреты. Волга будет отодвигаться. Вода в некоторых местах сойдет, и выйдут на свет Божий такие маленькие островки с потопленными когда-то селениями 200-300 лет назад. Удивительные вещи покажет нам Волга в этом году. Еще раз повторюсь, в этом году не только в России, во всем мире будет происходить конфликт между религиозной властью и светской властью. Значительно будет упразднена религиозная власть, потому что она уже везде стремится взять бразды правления и стремится вносить свои законы, вносить свои коррективы, и светской власти это совсем не нравится. Пока терпят, потому что не хотят особых трудностей, проблем. Все-таки военное время не самое, то есть не до этого всего. Но потом будут прям конкретные такие очень многие люди с этой и с той стороны, прям, вы знаете, как будто в них вселится что-то, и они будут говорить такие вещи, о которых раньше бы в жизни не сказали. То есть они сами себя вот так раскроют во всей красе. В Америке будут падать статуи и башни. Ну, башни не такие, которые были, башни-близнецы, да, упавшие, а именно башни, может быть, там водохранилище такое, как он там называется, не помню сейчас, ну, в общем, там собирали воду, это как одно время они были нужны, это пожарные башни и так далее. И старые, и новые башни, вот именно башенные дома, башенные какие-то здания, они будут падать, и статуи. Вот разбивание и, значит, упадок, падание этих статуй, оно будет как-то символично все время, как будто само небо сравнивает с землей все эти исторические памятники, скажем так. К сожалению, очень много случаев расправы отцами своих чад, семьи, детей, матери. Много. 2025 год, хоть и под покровительством Бога род, но род не любит гнилой род. И словно вселяется что-то в этих людей, ну, вселяется не в чистых, хороших людей, мы прекрасно знаем, что вселяется в людей, которые сами по себе изначально не люди. И они просто будут проявлять себя в таком качестве. Поэтому, дорогие женщины, если у вашего мужа есть склонность к насилию, если он поднимает руку на вас, на детей и так далее, 2025 год может стать для вас и для ваших детей последним. Если вам дети дороги чуть больше, чем то, что у него между ног, если у вас есть материнские чувства, кроме чувства самки, которая там, кому я еще буду нужна, без, там, с детьми и так далее, если у вас самка все-таки чуть меньше, чем мать, возьмите своих детей, уходите от таких людей, потому что очень опасный год, заканчивается. Вот род, он не любит не сплоченный род, не любящих друг друга семью. Он не дает шанса и не дает продолжения тем родам, которые сгнили изнутри. И поэтому нужно от такого недочеловека отсечь, уйти подальше, пока не случилась трагедия. Вот, я вас предупредила, остальное ваше дело. И, пожалуйста, товарищи женщины, не нужно свою похоть и свои грязные желания оправдывать детьми. Детям нужен отец,
Детям нужен отец, а это не отец. С таким отцом ничего хорошего этим детям не светит. Раскроется очень большая сеть, в котором будут замешаны врачи, чиновники. Это продажа детей по фальшивым документам, бездетным парам, которые изначально договариваются с врачами, платят большие деньги, и поступившие либо молодые девушки, либо женщины, может быть, у которых был тяжелый случай, они должны долго отходить, объявляя их детей умершими, мертворожденными, они продавали этих детей, в разные стороны, скажем так, и за границу в том числе. И вот эта сеть откроется, и будет просто ужас, сенсация, и долгое время они не будут, то есть люди не смогут прийти в себя после таких вот подробностей. Эта сеть буквально спрут по всей России. Я знаю, что вы ждете все по мигрантам, что будет. По мигрантам будет более жесткая политика в этом году. Проверять будут все предприятия, которые принимают их на работу, местные власти, которые берут большие деньги за то, чтобы пустить, скажем так, дешевую силу, рабочую силу. Но в то же самое время люди, которые имеют контракт и прочее, они будут более защищены от нападок. И это есть люди, которые законно приехали работать и имеют право на это, они более будут защищены.